Вот мы говорили о многомерности абсолюта. Всего существует 6 основных эонов. 3 зазеркальных и 3 параллельных им. Ну, как бы спереди от зеркала, ну, какой-то термин другой, полностью адекватный, трудно подобрать для того, чтобы их обозначить все вместе. Есть еще ад, тьма внешняя, помойка эволюционного процесса. Ну и все это находится в истинной пустоте, как о том, в чем пребывает Бог в аспекте абсолюта. Но сразу же нужно отметить, что в буддизме термин «пустота» употребляется в других значениях. Там говорят о пустотах, то есть таким термином обозначают пространство внутри конкретных эонов. Но есть еще всякие абсурдные, замысловатые выкрутасы речевые, словесные. Ну, в психиатрии это называют резонерством. Тоже имеет место, и там вообще, что такое пустота, вообще не разобраться. Но это все ладно, это все не имеет никакого отношения к делу, имеет отношение к делу другое. Нам в практике нашей работы надо научиться пересекать границы между эонами. И вот на этом месте силы, вот на этой горке, вот здесь вот существует несколько таких очень четких границ. Это не граница между основными эонами, а это, ну, некое подобие, это как бы подэоны, отдельные участки эонов, которые тоже разделяются подобными же границами наподобие мембран. Вот как еще можно, какую аналогию провести, чтобы лучше понять, что же это такое, как это выглядит? Вот если мы нальем в один и тот же сосуд, в какой-то, скажем, в колбу, прозрачное масло и воду, что получится? Они расслоятся. Итак, мое тело находится как раз на вот той структуре, которую Хуан Матус назвал линией мира. Он такие структуры называл линиями мира. То есть мембраны, перегородки между эонами или подэонами, более мелкими делениями эонов. Вот мне всего-навсего нужно пересекать, чуть-чуть двигать телом, и внутри анахаты я могу очень четко, во-первых, быть по обе стороны перегородки такой одновременно, во-вторых, очень хорошо изучить ее с обеих сторон. Вот таковы реальные перегородки между основными пространственными эонами. Зеркало, завеса и другие тому подобные, важнейшие для вот в практике познания, полного познания абсолюта, важнейшие структуры, которые нужно научиться пересекать сознанием, воспринимать их, отталкиваться иногда от них и тому подобное. И вот на этом участке горки, склона, дорожка идет вверх-вниз. Вот здесь вот мы можем найти около десятка, наверное, может чуть меньше, вот таких перегородок, мембран. Вот сейчас мы какое-то время, давайте походим по этой дорожке вверх-вниз.
и поучимся внутри собственной анахаты тела находить эти мембраны, перегородки, ощущать, проникать сквозь них. И точно то же самое мы будем делать потом, когда мы научимся одновременно распределять сознание по всем ионам Абсолюта. Ну а потом из обители уже мы будем воспринимать совершенно спокойно, свободно весь мир творения, будем видеть хорошо его разделенным на отдельные сегменты. Ну и так, как делает Творец, будем поддерживать порядок и руководить эволюцией душ в каждом из таких ионов. Значит, мы должны сейчас вот научиться пересекать мембраны для того, чтобы потом в дальнейшем свободно перетекать сознанием по всему Абсолюту многомерному. Давайте начнем этому учиться прямо сейчас. Вот я вам предоставляю одну мембрану на этом вот месте. Каждый может поставить свое тело сюда. И вот идите также вверх по дорожке и сами ищите точно такие же места. Вот где-то полчаса мы на это можем потратить, пожалуйста. Ну вот мембрана в анахате, тело. Ощущаешь? Ну вот с обеих сторон ее нужно ощутить одновременно. Ну вот это место я указал. А теперь нужно будет самому найти несколько таких же мест. Ну одно ты уже нашел, пока мы сюда подошли. Так что молодец, все в порядке, правильно. Ну вот надо потренироваться всего-навсего. Все мы это уже умеем делать. И ты научился, так что все отлично идет. Давай, двигайся дальше. И вот остальные тоже почувствуют. Прочувствуют это место. Ну и потом еще поищите. Поищите сами. О, ощущаем? Вот очень четко в анахате перемещение, пересечение границы, аж сквозь стену проходим. А вот пример того, как не следует работать в эзотерике. Мы сейчас находимся на отрицательном месте силы. Вот оно здесь рядом. Какие-то чудовища, маги, которые поставили перед собой цель развития себя в грубейших аспектах энергетики, которые умышленно сами из себя стали делать дьяволов и обрекли себя на жизнь во тьме внешней, за пределами Бога. Вот они активно наращивали дьявольскую силу вот на этом месте силы. Они даже здесь сделали вот скамейку специальную. Это было несколько лет назад. Вот если сесть, прислонившись к этой сосне, ну это не от сосны зависит, это просто место силы такое, сосна случайно здесь выросла, то там можно вот сесть, прислонившись к стволу спиной на это бревно, и можно не встать. Парализующая, охватывающая, завладевающая адская энергия, которая вытягивает сознание и сонастраивает с собой. И вот здесь у них, у этих группы магов, есть скамейка, вот своя, лежанки здесь были на склоне.
Часто все уже заросло травой, их уже сейчас не видно, растворились. Вот есть такие дичайшие извращения духовного пути, где люди гонятся не за любовью, не Бога в аспекте Творца, Святого Духа, божественных учителей, хотят найти, сонастроиться с ними, стать такими же, как они, а ищут грубую силу для того, чтобы подавлять других людей, господствовать над ними. Сколько таких я встречал. Вот только вчера мы одного такого увидели на берегу моря. Человек, который носит страшное поле дьявольское, сам дьявол во плоти и носит дьявол. В самом прямом смысле это не как ругательство, а как констатация факта. Человек грубейший, подавляющий других людей, парализующий других людей энергией, сознание. Индри свои он запускает в других, и от этого чернеют чакры, люди заболевают. И вот таких много, таких достаточно много, к сожалению. И вот еще к большему моему личному уже сожалению, извращенцы того дела, которое Бог делал через меня, мои бывшие ученики, которые стали псевдоучениками, вот они приложили усилия тоже к тому, чтобы наплодить вот таких вот дьяволов. Когда не интеллектуальные и этические качества учеников принимаются во внимание, а там желание преподавателя высветиться в качестве духовного лидера, или деньги там зарабатывать некоторые начали на этом. Мы-то преподаем все бесплатно, никаких финансовых условий не ставим. И поэтому мы имеем полную свободу учеников, которые не проявляют должных позитивных качеств с точки зрения этики, с точки зрения интеллекта. Мы их имеем полную свободу отстраняться от работы. Но вот есть масса, развелось псевдолидеров духовных, псевдолидеров, которые зарабатывают деньги, славу себе, продавая нечто экстравагантное от мистики. Вот они плодят дьяволов, особенно если они сами уже дьяволами являются. И вот можно выращивать божественных учителей будущих, тех людей, которые будут жить в обители Творца навечно, помогая позитивной эволюции сознания во Вселенной в дальнейшем, в веках, в тысячелетиях, в бесконечности существования Вселенной. Можно плодить те души, которые растить те души, которые будут обитателями ада, которые будут вредить этому процессу. Иисус говорил на эту тему: горе миру от соблазнов, миру, значит, мирскому, недуховному. Но надобно прийти соблазном. Почему надобно прийти соблазном? Потому что только выдержавшие все испытания, этические испытания, люди достойны приблизиться к Творцу, войти в обитель Творца. И на духовном пути существует масса соблазнов. Вот эти соблазны в том числе: заработать побольше денег, там, славы себе земной, на преподавании, обрести власть над людьми, растить свое эго. И чем
грубее энергия сознания человека, тем ему легче самому лично жить в обществе других людей. Потому что он совершенно реально обладает парализующей, подавляющей другие души, другие сознания личной силой. Ему легче господствовать начальником, таким легче управлять. Сексуальным маньяком легче удовлетворять свою похоть. Жертвы не сопротивляются, не могут сопротивляться, их парализует эта дьявольская энергетика. Ну и так далее. Но вот в чем беда-то всего этого? В том, что люди... Почему все это происходит? Потому что люди не знают истину, не знают законов эволюции, не знают, зачем мы здесь появились на Земле, в чем смысл жизни. И попытки рассказать об этом встречают сопротивление и атеистов, и сектантов разного рода религиозных. И вот из-за того, что знаний истинных не существует, а то и появляются вот такие вот скамейки, на которых происходит рост дьяволов. Ну а мы, кто готовы идти к Богу, давайте пойдем. Я продолжу еще мысль насчет вот того, почему мне пришлось совершить ошибки, вовлекая в обучение негодных людей. Потому что ведь не было высокой духовной традиции на Руси на протяжении всех последних столетий, наверное. Высших знаний о слиянии с Богом ведь не было. Были попытки, были прекрасные люди, и Пушкин, Толстой, и Тальков, которые правильно понимали общий религиозный путь, противостояли его извращениям, но это все равно были только начальные уровни духовного поиска, начальные ступени. Духовной культуры на Руси не стало, видимо, очень давно. И все приходилось создавать сначала. Вот сейчас мы, именно наша школа, можем говорить о себе в тех терминах, что мы несем напрямую знание из обители Творца сюда, воплощенным людям. Каждый, кто вступает в контакт с теми духовными учителями, которых мы показываем, с которыми мы сами общаемся, которые вырастили нас, вы можете у них переспросить. Более того, общая схема строения Абсолюта, как она была нам преподнесена Хуанди и другими учителями, она, похоже, еще никогда в такой полноте не была обнародована. И вот только мы смогли воспринять от Бога всю полноту этих знаний, и именно в широком представлении в виде стройной системы, охватывающей именно все аспекты духовного продвижения. Вот
представлена нами и предложена вам. И поскольку не было исчерпывающих знаний, у меня в частности, то вот Бог учил меня на жизненных примерах, в частности, на том, как люди сходят с пути, предлагая мне в качестве учеников людей явно непригодных, и показывал мне, что бывает в тех случаях, когда такие люди становятся обладателями духовных знаний, как они тут же начинают их извращать и использовать в корыстных целях. Вот последний раз мне пришлось расстаться с очень большой группой учеников бывших в Москве. Это был центр Ваджраяна. Ну и все это я описал подробно в своей автобиографии «Как познается Бог». Есть три аспекта божественного совершенства, которые соответствуют трем основным качествам Бога. Это любовь, это мудрость и это сила. Мы работаем по всем трем направлениям, хотя любовь есть главный аспект. Не став любовью, не превратив себя как сознание в постоянно существующую эмоцию любви. Эмоция – это состояние сознания. И вот мы должны научиться жить в постоянной любви, не переходя в отрицательные эмоции, ни в гнев, ни в раздражение, ни всякие там сожаления о собственной судьбе, ни всякие там внутренние плачи и прочее. Этому посвящено учение Иисуса Христа. Подробно сейчас нет смысла об этом говорить, все могут прочитать в разделе книги «Бог говорит», «Исконное учение Иисуса Христа», там подобраны соответствующие цитаты. Но вот став любовью, познав высшие пространственные мерности, иначе их невозможно познать, кроме как через работу по расширению духовного сердца и превращение его в активное, подвижное сознание. Но вот когда значительная часть этого маршрута пройдена, тогда можно приступить к работе с аспектом силы сознания. К тому времени, когда это мы начинаем делать, тела уже становятся здоровыми, сильными, поскольку иначе просто не выдержать всего того, что вот мы хотя бы за эти дни смогли проделать. Но вот есть специальные приемы наращивания силы сознания за счет энергоструктур нижнего дантьяна. Все это допустимо на духовном пути делать только после того, как сознание утончено. И только после того, как духовный мастер убедился в том, что с интеллектами и с этикой у учеников все в порядке. Огромной ошибкой многих духовных школ является привлечение к разным формам эзотерической работы всех желающих. Это грубейшая преступная ошибка
тех лидеров, которые, зная об этом, это тем не менее делают. Это преступление перед Богом, перед людьми. Другое дело, когда человек не знает об этом, ему кажется, что донесение духовных знаний любого уровня до всех людей – это есть благо для них, ему кажется, что все равны. А на самом деле люди все очень сильно не равны. Мы очень сильно различаемся друг от друга по возрасту душ. И только души, достаточно, пережившие достаточно много воплощений человеческих, их можно рассматривать как достаточно интеллектуально зрелых и способных выстоять вот на таком достаточно серьезном пути. Ну вот сейчас мы чуть-чуть коснемся силового аспекта духовного совершенствования. Чуть-чуть коснемся пока. Эта информация не должна никогда выноситься для широкой публики. Речь идет о разных приемах, их много, о приемах развития нижнего дантяна. Нижний дантян является, как и верхний, вспомогательным по отношению к среднему дантяну, то есть к духовному сердцу. И вот на этом замечательном, исключительном месте силы чуть-чуть коснемся одного из упражнений. Надо войти концентрацией сознания в нижний дантян. Вот вы чувствуете, что и голос у меня сразу изменился. И, ну, как бы вот изолированный препарат мышцы, мышцу отдельно взятую, большую мышцу, ну, скажем, вот бицепс, вот можно взять и увеличить. Точнее, не сам бицепс, а создать образ мышцы и наполнить этот образ сознанием. Мышца наподобие, ну, вот бицепса, два сухожилия посередине, сама мышечная масса, которая может сокращаться. И вот этот образ мы наполняем сознанием. И ничего не нужно делать, кроме того, как сокращать мышцу, и тело тянется. За ней сознание перенесено в мышцу. И достаточно сокращать мышцу, и тело, не прилагая никаких усилий, начинает подтягиваться к ней. Это вовсе не работа мышц тела, это работа сознания. Причем неважно, с какой стороны к телу я эту мышцу прикрепляю. Она должна прикрепляться к центру нижнего дантяна. Не в области пупка отнюдь, а именно на уровне пупка к центру.
какие елочки. Сколько нежности в каждом таком росточке, на веточке. Ну вот мы сейчас на очередном месте силы. И вот это место силы не только может нам подарить увеличение сознаний, прямой рост сознаний, но вот здесь еще с точки зрения вот земной экологии очень интересное явление. Здесь везде черника растет. Ну вот что бывает с черничинами? Они, ну вот когда там в конце, во второй половине июля, что ли, да, они созревают, а потом опадают черничины к осени. А вот на этой горке черника не опадает. Вот уже морозы, и вот черничинки замерзают на кустах, их очень много здесь. Вот это уникальнейшее место, вот здесь, на этой горке, черника не опадает. Черника здесь замерзает, ягодки замерзают на кустах, и так вот и висят. И можно сюда приходить, и их уже вот как мороженое черничное, только без молока. Вот и здесь в очень больших количествах вкушать. Это характерно для мест силы. Ну вот место Сатьясаи, там, где растут каланхои, об этом мы уже говорили. Уникальнейшее место, единственное место, где во всей нашей области в диком виде растут каланхои. Небольшая горка. И грибы начинают расти очень часто от мест силы. Вот место силы Иисуса, и вот нигде нет грибов. Иисус прямо как вот специально для нас выращивает. Приходим туда, вот именно там и только там набираем. Тут недалеко от места, сейчас пойдем, место для развития хара, структуры нижнего пузыря, нижнего дантяна, то есть. Вот грибы начинают расти, когда начинается сезон, волна, вот они начинают расти именно оттуда, и оттуда уже расползаются по окрестностям. Очень интересное явление. Ну а здесь, чем мы сейчас будем заниматься здесь? Черника пока еще не созрела, только-только вот маленькие зелененькие ягодки появились на кустах. Грибов тоже почти что нет пока. Только опятые, то на местах силы, вот около Петра. Дважды уже набирали опят. Причем опят-то вот сейчас конец мая, а опята осенние выросли. Летний опенок там начал расти в середине мая вместо середины июня, а осенние опята вместо осени пошли вот в конце мая. Вот совершенно уникальные с точки зрения экологии явления. Вот мы сколько уже грибов ели, потому что мы знаем места силы. Никто больше, кроме сморчков, ну, в наших краях их никогда много не бывает. А вот мы уже настоящие осенние грибы ели весной. Мы начали развитие себя как духовных сердец. Мы прошли первый этап центрирования, мы вошли в анахаты, мы их очистили, мы утончили их. На фоне утончения всего сознания во всем организме мы научились раздвигать границы анахат, и мы очень энергично пошли путем увеличения себя как сознаний в качестве духовных сердец растущих на фоне божественной утонченности. И вот нам нужно заполнить будет
постараться всю обитель Творца собою, как духовными сердцами, то есть заполнить бесконечность и самим стать бесконечными. Для этого мы начали, вот помните, первые шаги мы стали делать в парке, в коконе тополя, очень адекватного энергии духовных сердец наших. Очень утонченный и очень сильный тополь по своей энергетике. Вот мы учились вначале заполнять его форму, которую он предоставлял нам своим коконом, расширяя духовные сердца. Ну и после этого, чего мы только не делали, мы заполняли махадубли наших божественных учителей, которые они нам предоставляли для данной цели. Но одно дело заполнять чужие формы, а также надо обрести навыки создания собственных махадублей. И вот данное место силы позволит нам ощутить себя в качестве собственного махадубля в собственной форме, изначально собственной форме. Данное маленькое местечко, вот оно имеет диаметр тут 2 метра всего. Но вот если на него встать, получается так, что сразу сознание вырастает. Сознание настолько наполняется энергией. Что это такое? Это, видимо, что-то наподобие какой-то акупунктурной точки в организме планеты Земля, живой нашей любимой планеты Земля. Здесь выход энергии, причем выход той энергии, опять же, вот очень похожая энергия по качеству на энергию тополя. Энергия очень адекватная для того, чтобы работать с ней, для того, чтобы из нее формировать себя как большущее сознание. Это третье брахманическое проявление. И вот стоит войти на это место силы, вот один шаг всего сделать-то, и сознание сразу становится настолько большим, что вот облачка вот на небе, они вот на уровне груди оказываются. Следующее, что вот вы сейчас тоже войдете все на это место силы, что нужно делать? Всегда для того, чтобы запечатлеть нужные новые состояния, надо применить вот эту известную формулу «кто я, где я». Это вовсе не формула самовнушения. Иногда она применяется, ну, просто абсурдно, как формула самовнушения. Я писал об этом в книге «Как познается Бог», примеры приводил, сейчас не будем отвлекаться. Есть примеры просто абсурдного, вредоносного применения этой формулы, но эта формула очень нужна для того, чтобы самим осознать свои новые духовные состояния. Вот мы должны именно осознать себя в новом качестве здесь, сейчас, в большущем новом теле сознания. И что еще для этого нужно? Для этого нужно всегда шевелиться. Для этого нужно в этом огромном теле сознания, которое вот выросло, ну, сколько тут до облаков. Вот если на физическом плане посмотреть, ну, не меньше километра, наверное. Тут очень трудно такие расстояния мерить на глаз. И не на глаз тоже. Ну вот, стали мы выше облаков. Вот облака на уровне грудной клетки нового тела. И вот нужно напрячь мышцы всего тела.
Вот мы стали гигантами, великанами. Можно посмотреть вот оттуда, сверху, вот чтобы облако только не мешало. Сейчас оно немножко мешает, сейчас должно пройти. Вот можно посмотреть на землю, под ноги, под огромные ступни. Вот ступни сейчас у нас уже не помещаются на этом холмике. Они огромные. Можно стать еще несравненно большими, так что земля как мячик, вот, на котором еле помещаются ноги. Вот это все позволяет сделать. Да, сейчас я вот опускаюсь на землю снова, становлюсь, принимаю свой привычный для вас облик. Вот такие вот преображения себя можно делать на этом месте силы. Для того, чтобы привыкнуть, ощущать себя не величиной с тельца свое, а для того, чтобы приучить себя ощущать, к ощущению огромными. Не обязательно ощущать себя антропоморфными. Мы вполне можем ощущать себя волнами света, огромными сгустками света. Когда мы научимся в обители Творца жить, это все не будет иметь никакого значения, потому что там все формы исчезают, там нет форм, там есть, ну, наподобие океана, наподобие воды океана, заполняющий океан. Все сознания слились воедино. Творец есть именно один. А когда мы оттуда исходим, то совершенно непроизвольно возникает антропоморфная форма брахманическая или форма Святого Духа. Потерять эту форму тоже не имеет значения. Но в данном случае мы должны привыкнуть к тому, что мы на самом деле очень большие. Мы на самом деле становимся очень большими на этом месте силы, и мы должны, используя энергию данного места силы, вместо энергии пищи, постараться запечатлеть свое огромное состояние. Побыв на этом месте силы, мы можем сразу вырасти очень значительно. Вот я сейчас вас прошу войти на это место силы, ощутить себя в новом гигантском качестве. И потом в этом качестве выйти из места силы и в нем постараться остаться. Мы должны приучить себя быть большими. Это аспект силы. Ну, прошу вас, заходите. И став великанами, ощущаем свои новые тела сознания. И вот будем релаксированные, как сознание, и ощутим свободное, спонтанное, как бы, изменение ситуации. Вдруг я раз и становлюсь гигантом. Нужно только это отметить для себя и потом уже начать действовать. Действовать как? Шевелиться. Вот когда мы шевелимся, мы ощущаем себя. Шевелить собою как сознанием. Мы должны приучить себя к тому, что мы не тела, а сознание, причем сознание вот такие. Гигантские, утонченные. Полная программа духовного совершенствования человека, или что то же самое, программа полной самореализации или богореализации человека, по-разному говорят.
подразумевает познание Бога во всех его аспектах, включая прежде всего Творца. Это первый пункт познания. Второй пункт заключительный – это слияние, становление через это слияние, становление им. О, голубь запел, лесной голубь. Успели услышать или нет? Как реализуется первый пункт? Через метод Идама, когда божественные учителя проводят по формам своих божественных тел сознания, проводят в обитель Творца. Еще лучше знать полную структуру Абсолюта. То, что представлено на схемах, опубликованных в наших книгах. Это дает еще гораздо более широкое и глубокое понимание того, что нужно сделать. Дает несравненно больший запас прочности на духовном пути. Ну вот познали мы Творца, проникнув в его обитель. А дальше что делать? Ведь слияние не происходит автоматически, если мы попадаем туда всего лишь. Для того, чтобы стать Творцом, надо освоить приемы слияния с божественным сознанием. Вот эти приемы получили название по механизму тотальная рецепрокальность. То есть перевод сознания в полную противоположность. Вот если мы заполняем... Вот с другой стороны начну. Каждый из нас ощущает себя в неком небольшом или большом объеме пространства. Кто я, где я? Кто-то может сказать, что вот я вот в голове, кто-то скажет, что я вот тело. Это неверный ответ. Человек не является телом, но большинство людей, атеисты или верующие, они все равно ощущают себя телами. Это признак невежества и беда этих людей, которые из собственного упрямства или вследствие отсутствия духовной культуры в данной социальной среде вот усвоили такие нелепые установки. Если мы научились ощущать себя за пределами тел, вот я имею в виду конкретно нашу группу, сейчас присутствующую здесь, благодаря многим усердным тренировкам мы стали духовными сердцами, которые уже сейчас не помещаются в физические тела, несравненно больше их. Запихнуть себя в тело – это нечто уже какое-то такое несуразное, нелепое. Мы не помещаемся в физические тела, мы не можем себя запихнуть в них, потому что мы стали слишком большими уже. Но все равно наше обычное состояние сейчас – это бытие оформленным или бесформенным сгустком сознания. Сгусток. Вот это наше состояние. Но вот что нужно сделать, чтобы раствориться? Пример я уже приводил. Мы это уже тренировали однажды на вечерней зорьке в лесу, на месте сатвы в елово-березовом лесу.
вот когда вальшни потянули на болотце. Надо было ощутить лес, ощутить гармонию, высочайшую гармонию того леса и стать им. Вот если мы стали лесом, забыв о своем теле, это значит, что мы растворились сознаниями в этом лесу. Мы заполнили его собою. Вот это есть некая модель процесса растворения сознания. Но вот это все очень хорошо смоделировать на физическом плане, где мы с детства привыкли, вот когда, воплотившись в физические тела, мы десятилетиями привыкали жить здесь, в мире материи, и мы привыкли, и вот мы в этой привычной для себя обстановке, в лучших ее проявлениях научились это делать. Научились делать там, где есть предметы. А вот если мы проникаем в другие эоны, там, где предметов знакомых нет, где есть чистое сознание, вот как это все сделать там? Вот это не получится, если не освоить некие специальные эзотерические приемы, гораздо более серьезные, чем просто растворение себя в сатве леса. И вот для этого и существует освоение методик тотальной рецепрокальности или вот в буддизме в невыродившемся буддизме есть такой термин ниродхи, что то же самое, что тотальная рецепрокальность. Мы должны выйти за пределы сгустка. В сгустке изначальном, там, где мы были, нас быть не должно. Мы должны оказаться везде вовне. При этом вектор сознания пусть будет направлен к центру. Будет направлен туда, где мы были раньше. Это летучие муравьи появились. И вот они исследуют тоже пространство. Вот сейчас это вот место силы специальное. Вот место силы, которое вот, имеет диаметр 5 метров. Я сейчас войду в него, и сознание автоматически перейдет в состояние ниродхи. Вот я переступаю границу, а вы посмотрите, что будет. Потом все повторите то же самое. Причем вот обращаю внимание, что на уровне слов, сколько бы об этом ни говорить, все равно эффекта положительного не будет. Это можно легко освоить только на специальных местах силы. Вот сейчас я существую как сгусток сознания вокруг тела диаметром, ну вот метров, наверное, 50-60. Вот граница. И вот я границу переступил. Теперь никакого сгустка вообще нет. Теперь есть только сознание, растворившееся в окружающем пространстве. Причем вектор может быть направлен туда, где раньше был центр меня. Можно задать вопрос, на какой протяженности, на каком расстоянии от центра бывшего произошло растворение меня.
оно произошло не в бесконечности. Есть другие места, которые позволят сделать это на гораздо большем расстоянии, другие места силы. В обители Творца те, кто освоили этот механизм, там получается еще несравненно на большее расстояние растворения себя. Ну а сейчас произошло, ну вот, где я существую как не я. Вот не я через дефис, это термин эзотерический. Было я, стало не я. Ну вот где-то, наверное, метров 600 в радиусе. Это в том числе зависит от величины сгустка сознания изначального. Чем он больше, тем на большую протяженность происходит растворение. То есть сознание растворяется в обители Творца, когда мы туда попадаем, вовсе не автоматически. Мы должны подготовить себя к этому растворению. Вот то, что я сейчас сделал, должно стать совершенно естественным, должно происходить автоматически. Это должно стать столь же естественным состоянием, как и состояние сгустка. Когда мы попадаем в обитель Творца, нельзя уже пыжиться, там, вспоминать что-то, как бы это мне сделать, вот взять и раствориться. Повторяю, что растворение не происходит автоматически. Мы должны быть готовы к тому, чтобы раствориться, и подготовиться нужно сейчас. И вот если мы освоили этот механизм, если это состояние стало естественным, тогда вот мы на самом деле очень легко и быстро, не задумываясь, входим в полное слияние и становимся им. Еще очень важно подчеркнуть, что данное состояние возможно только от анахаты. Оно исполнимо только структурами нижнего пузыря восприятия, ни в коем случае не верхнего. Никакой нирвани, в частности, никакой ниродхи не может быть и речи, если мы не стали очень прочно и навечно духовными сердцами. Вот сейчас я выйду из места силы и стану прежним. Вот я становлюсь прежним. Вот я стал сгустком. Войду сейчас снова. Вошел и растворился. Сейчас вы поработаете на этом месте силы, а потом нужно будет то же самое научиться делать вне его. Вот работа сегодняшнего дня будет состоять в этом. Все, прошу вас теперь.
А вот тут по пути к месту Хара мы шли, ну, заглянули на место Вишудхи. Оно образуется не за счет сил планеты Земля, а за счет звука речки. Пороги на речке, которая под этим крутым берегом. И вот очень мягкий, нежный шум, который активирует Вишудху, и можно было бы использовать это место для лечения органов шеи, щитовидной железы, гортани, пищевода, бронхов. Существуют места силы для разных чакр. Мы вот работали уже с местами для развития анахаты, для развития утончения головных чакр. Есть также места и для Свадхистана, и для Манипура, отдельно для Муладхары. Для каждой чакры есть соответствующие места силы. Есть для комплексов чакр. Вот под Москвой, например, мне удалось найти место, но, к сожалению, рядом прямо с шоссе, место для лечения всех патологий беременности. То есть там сразу вырастает вот такой вот большой живот беременный, независимо от пола обладателя живота. И очень высокая нежная гармоничность внутри этого живота. То, что вот все патологии беременности можно было бы лечить на этом месте. Мы пришли вот наконец на место Хара. Но прежде я отвечу на вопрос по поводу нирваны. Вот что такое нирвана, что такое ниродхи, чем они отличаются. То есть нирвана – это сожженное я, уничтоженное я. Вот. Все, что мы делали, сливаясь с божественными учителями, это были варианты нирваны. Когда мы исчезали в сознании наших божественных учителей. Это все были разные варианты нирваны. Нирвана в Брахмане. То, о чем говорил Кришна в Бхагавад-гите. Еще существует нирвана в Ишваре, или нирвана в обители Творца, нирвана в слиянии с Творцом. Это то, что мы тоже будем проходить, то, что в нашей школе очень тщательно проработано. Ну а ниродхи, это я уже объяснял, это частный вариант, тренировочный вариант нирваны. Это специальные упражнения по переводу «я» в «не я». Ну а в реальной нирване «я» и «не я» сливаются. «Я» и «не я» сливаются в Боге. И уже нет разницы. Ну, вот апостол Павел говорил в Новом Завете записаны эти слова: «И уже нет меня, но живет во мне Христос».
Ну, вот насколько адекватен перевод, это другой вопрос. Может быть, не живет во мне, а есть только Христос. Вот это будет точнее. Уже нет меня, но есть только Христос. Вот это вот истина, вот это и есть выражение нирваны, выражение состояния нирваны. Также и мы, когда работаем с Сатья-Саи, или с Бабаджи, или с Кришной, или с Птахотепом, или с Миньем, или с Элизабет Хейч и так далее, с Лао, с многими другими. Вот каждый раз стирается грань между мной и им. Есть одновременно в его брахманической части сознания и он, и я. Есть только он или есть я в нем. Мы есть одновременно в одной форме, мы есть в слитом состоянии. И вот то, что состояние слияния возникает в обители Творца. Там все слиты, там каждый, кто есть в обители, может говорить, есть только Творец, есть только изначальное сознание, меня нет. И точно так же он может сказать «я» от имени всего Творца, что и говорят Мессии, что говорят аватары. Это все верно. Раз мы коснулись терминов буддизма, то скажу, что ведь цель буддизма – это как раз слияние с изначальным сознанием. Творца в буддизме именуют изначальным сознанием. Это вполне адекватно. Но есть секты выродившегося буддизма. Вот в Петербурге такая секта существует. Например, и не только в Петербурге, где изначальное сознание отвергается вообще, его нет. Удивительное вырождение, удивительная алогичность. То есть фактически ведь и учения-то нет никакого. Сектантский абсурд. Нет изначального сознания. Где-то вот еще аналогичный и несколько иной, но аналогичный абсурд по телевизору показывали. Какая-то южно-буддийская страна, где основной доктриной было то, что вот чем питается кто, тот тем и становится. Люди там, хотя они и буддисты, но нарушая заповеди буддизма, питались рыбами. Но раз они питались рыбами, они считали, что они рыбами и станут. А рыбы, значит, раз будут питаться людьми, значит, они станут людьми. Вот вся концепция религиозная вот всех прибрежных народов, вот она, хотя они считают себя буддистами, но вот до такой степени выродился буддизм. Ну, вот примерно тот же уровень вырождения, что и в той петербургской секте, которую я упомянул. Но на самом деле истинный буддизм, серьезный буддизм, он занимается не словоблудием и не вот такими примитивными, алогичными концепциями себя удовлетворяют последователи его. А целью является достижение вот той самой нирваны, о которой говорил Кришна в Бхагавад-гите. Это учение было полностью принято Гаутамой Буддой, основоположником буддизма. Нирвана в Брахмане, нирвана в Ишваре или в обители Творца. Целью истинного буддизма является познание изначального сознания и слияние с ним, вливание себя в него для обогащения его собою. Вот таков истинный буддизм, и он ничем не отличается от методологии, его ничем не отличается от того, что делаем мы. То есть методология общая, у всех религиозных истинных направлений методология общая. Привести
себя в порядок этический, утончать себя как сознание, развивать себя как духовное сердце и собою как духовным сердцем познать обители Брахмана или Святого Духа, обитель Творца или изначального сознания, и в конечном итоге постараться слиться с собою как духовным сердцем, с изначальным сознанием и притянуть туда все самое ценное, что есть во всех остальных моих дантянах. Плюс помогать всем эволюционирующим существам, видя в этом служение Творцу или изначальному сознанию. Помогать именно в этом, в этой вот самой эволюции. Но сейчас на этом месте мы продолжим очень легкое соприкосновение вот на данном этапе работы, очень легкое соприкосновение с силовым аспектом развития себя. С тем, что может дать нам нижний дантян, являясь силовой подпоркой, блоком питания для растущего и активно функционирующего духовного сердца. Вот мы это уже немножко делали. И вот сейчас я покажу, что нам может подарить это место силы, потом еще немножко на другом месте силы. Сейчас я всего-навсего войду в это место силы, и вы увидите, что произойдет. Сейчас можете рассмотреть энергетику моего кокона. Все сейчас, вот я стою за пределами места силы, вот граница, вот она проходит. Мне нужно сделать один шаг для того, чтобы войти в место силы. Я вхожу в концентрации в нижний дантян всего-навсего. Он при этом не очень сильно меняется. Пчелка прилетела. Не очень сильно меняется энергетика нижнего дантяна. Просто я вошел в нее, но вот он стал светлее. Когда сознание входит в какую-то энергоструктуру организма, то она начинает ярче светиться. Вот сейчас я переступлю границу, и вот смотрим, что будет происходить. Вот передней частью кокона я уже переступил границу. Вот переступаю всем передним дантянам, всем нижним дантянам. Что произошло? Он сразу стал величиной на километры. Нижний дантян теперь у меня стал вот таким яйцом, что ли, или почти шаром, протяженностью на несколько километров, ну, километра на 4, наверное, может быть, даже на 5. Вот я ухожу обратно. Нижний дантян еще вот именуется термином хара. Хара — это вообще на юго-восточных языках это живот. Но имеется в виду живот не телесный, а, ну, может, там и вот и телесный живот так именуется. Но в эзотерике хара — это именно нижний дантян, то есть энергетика организма, блок 3 нижних чакр, то есть энергетическое пузо. И вот энергетическое пузо на этом месте силы можно сразу увеличить, ну, мне сейчас лень считать во сколько раз. Ну, вот если сейчас оно все у меня умещается вот его границы, да, в пределах кокона, то вот умножить эти полметра, грубо говоря, умножить, то есть сопоставить с 5 километрами. Ну, вот я до станции достаю отсюда, железнодорожной. Вот смотрите еще раз, что будет. Вот касание. Кокон вошел в место силы. И вот пузо
выросла сразу на километры. Если я поворачиваю тело, то пузо растет туда. Энергетическое пузо, конечно. И вот от пребывания на этом месте силы, от запечатления, вот вышло из места силы, все улеглось. Никакого пуза уже нет, вот сразу похудело. Тело сознания сразу похудело. Вот какой худенький стал. А только что было что? Вот как можно толстеть и худеть, всего лишь переступая одну границу. И вот нижний дантян или хара, или энергетическое пузо, это вот все есть сила, лично, это вот главная составляющая личной силы человека. Ну, разумеется, не той личной силы, которой можно подавлять других людей, если эта сила утончена, как у нас. Это все то, что нужно для того, чтобы питать духовное сердце, для того, чтобы вот можно его было вырастить до тех масштабов, чтобы заполнить собой всю галактику и потом всю обитель Творца. Я вот не знаю, очень не уверен, удалось ли бы нам что-либо сделать, если бы не это место силы. Кстати, вот это место силы курируется Кришной. Здесь недалеко вот то самое место Кришны, где он показывает ядро Земли, путь к ядру Земли, второй этап центрирования. Если бы он не показал это место силы мне когда-то, едва ли удалось бы нашей школе достичь обители Творца. Потому что вот это место силы позволило очень быстро вырасти сознанием нашим. Как бы иначе, ну вот Махадубли, да, Махадубли, вот километры вверх, километры вниз, сквозь всю землю. Но ведь задача стоит гораздо большая. Задача стоит несравненно больше, чем просто заполнение Махадублей. А задача стоит в том, чтобы самим удерживаться в этих и несравненно больших объемах пространства с собою как сознанием. Потому что только вот это большое сознание, маленьким сознанием, ну что, ну вот даже если кто-то поможет запихнуться в обитель Творца маленькому сознаницу, ну оно ж там не сможет удержаться, оно там недееспособно. Только вот сознание, выращенное до галактических размеров, ну хотя бы до размеров сознания планеты, оно способно активно функционировать из обители Творца. Думаю, что только вот такие сознания, выращенные до такой степени, вообще-то и принимаются Творцом. Разумеется, они должны быть утончены до брахманической первой ионности. В других состояниях просто не то, что Творец не впустит, но просто в принципе невозможно войти в него. В Творца можно войти только из первой ионности брахманической. Ну или еще из протопуруши, другой вариант входа. Очень печально, что вот это место, благодаря тому, что какие-то мои отщепенцы от нашей школы стали показывать всем, кому попало, ради корысти личной. Но вот это место стало использоваться и черными магами. Встречал здесь таких.
Печальные факты все это, ну что ж тут делать, ничего не поделаешь. Есть свобода воли у людей, в том числе у преподавателей. Горе миру от соблазнов, говорил Иисус, но надо бы прийти соблазном, и при этом горе тому, через кого соблазн приходит. Ну а давайте сейчас вот на этом месте поработаем, запечатлеем свои огромные пузо. И унесем, обогатим их энергии, духовные сердца, так, чтобы унести отсюда их в гораздо большем объеме, с гораздо большей силой, так, чтобы наши нирваны стали несравненно более эффективными, ну и чтобы мы смогли еще эффективнее выстаивать в трудностях материального мира, пока мы еще воплощены здесь, и пусть это будет во благо эволюции, во благо тем, кто хотят идти нашим путем. Ну, прошу вас, заходим и находим со всех сторон. Каждый может найти себе границу места силы, полянка большая. Переступаем границу и ощущаем, как меняется пузо, на сколько километров у кого оно подрастет тут же. И вот это состояние нужно перевести, сделать эти новые состояния сознания присущими нам навсегда. Сделать это своим личным достижением, достоянием. С этой ступени, с новой ступени будем продолжать путь дальше. А пришли мы сюда, к Сатья-Саи. Вот на фоне зелени свежий весенний холмик просматривается. Маленький холмик. Вот про этот холмик я говорил, что это уникальнейшее место, где растут каланхои в диком виде, переживая наши суровые зимы. Причем на вершине холмика-то и снега-то много быть не может, он сдувается ветром. Но вот, тем не менее, растут дикие каланхои внутри Махадубля Сатья-Саи. И Сатья-Саи, вот мы издалека еще подходили по шоссе сюда, вот он уже был с нами. И вот здесь прекрасное место, на котором можно очень плодотворно работать, сливаясь с высшими проявлениями Абсолюта, познавая Сатья-Саи, беседуя с ним. И вот сейчас мы на этот холмик пройдем и будем работать внутри сознания Сатья-Саи. А пока мы смотрим издали, можно попробовать рассмотреть его лицо над этим холмиком. Где-то вот метров, наверное, 300 величина его Махадубля. Вот он наклонился сейчас к нам сюда. Вот его лицо здесь как раз над нами, над нашей группой.
он очень радостно, нежно приветствует нас. Сейчас мы войдем в его Махадубль. Махадубли для чего? Они же для того и предназначены, чтобы работать в них, внутри них. Махадубли это ведь есть сконцентрированная в специальных областях на поверхности Земли, в частности, сознание высших проявлений Абсолюта. Эти места как раз специально предназначены для познания и слияния, растворения, приучения себя к жизни в этих тончайших божественных проявлениях. Вот один из смыслов создания Богом Махадублей, первоионных Махадублей. Вот сейчас мы пойдем и будем там работать. Вон стая чаек перелетных летит. И жаворонки нам поют. Вот по поводу царевов я вспомнил. А то, что мы были, ну, дальше вот на финских землях, бывших финских землях, завоеванных русскими при Сталине. И вот там на берегу озера долина прекрасная. Весной было дело, и все было оглашено. Вот мы туда пришли, везде гул тетеревиных песен. Вот сотни тетеревов поют, вот стоит только выйти сознанием за пределы материального мира. В мир материи входишь, никого нет. Стоит углубиться в тонкие слои пространства многомерного, и вот хор тетеревов, сотен, может быть, тысяч тетеревов. Вот нигде больше такого места не встречал. А что это значит? Это вот тот самый тетеревиный рай, как и люди. Вот это описано было. Вот моя, опять же, книга «Духовное сердце». Там прекрасные цитаты из других книг я привел. О том, как люди, ну просто хорошие люди, не духовные подвижники, а просто хорошие люди, как они живут после развоплощения. Вот их рай – это воссоздание тех условий, в которых они жили на земле и жили с наслаждением. Вот они также продолжают жить до следующего воплощения. Ну, следующего воплощения, значит, вот согласно карме их, то, что они заслужили, то получают при жизни на земле соответствующее тело, соответствующего пола, в зависимости от того, какие этапы, что нужно развить в следующем воплощении, какие качества. То ли нужна нежность, любовь, заботливость в женском теле, через заботу о детях в частности, то ли, может быть, там какие-то черты лидера через мужское воплощение и тому подобное. Но также живут не только люди, но и животные. И вот тетерева в своем раю живут невоплощенные, тоже ожидая следующих воплощений. Какие-то, скорее всего, тела, может быть, млекопитающих. И вот они также живут, и по весне они, вот жаворонок прилетел, запел, ветер завывает, порывы сильные здесь. И вот, несмотря на это, зависает жаворонок и поет нам. Но вот тетерева в своем раю ведут тот же самый образ жизни. Весна на земле. И они, вспоминая свое прошлое, собираются попеть и вот получают наслаждение от своего хорового пения, своих весенних прекрасных песен. Что, тетерева не хватает? Все-таки вот есть желание, чтобы воскресить традицию этого места, чтобы здесь тетерева пели. Ну, попробую сам.
как говорил Дэвид, нужно сначала позу принять. Вот. Крылья вот так. И хвост веером должен быть кверху. Ну ладно. Ну мы пришли, конечно, вот не смотреть на... Не на Тесарева пошли смотреть сюда, а вот созерцать Сатья-Саи. Не рай наша цель, даже с Тетеревиной. Наша цель – это полное слияние с Творцом в его обители. И вот вначале мы, как и прежде делали, мы должны заполнить собою форму, которую нам предлагает Господь Сатья-Саи. Великий Махадубль, великое тело, огромное тело сознания, брахманическая первая онность, исходящая из обители Творца. Махадубль пронизывает насквозь землю, не обращая никакого внимания на твердь земную. Это другое пространственное он. Нет соприкосновения того, что происходит в нем, с твердью материи. Прослеживаем ход тела Сатья-Саи вниз, вплоть до обители Творца. Он оттуда исходит, как и все наши божественные учителя. Также на этом холмике прекрасно сливаться с сознанием земли лежа. Но вот потом немножко, сейчас утро, немножко потеплее станет. Вот можно будет лечь на коврике и изумительно мы будем проваливаться в блаженство сознания земли, райской, великой души. И можно ощутить, как она несется, как я теперь несусь, не она, а я, растворившись в ней, несусь со скоростью, сколько там, 30 километров в секунду, что ли. Несусь по Вселенной. Вот мы пришли, сейчас машина проедет, тут придется говорить под звук машин, потому что около самого шоссе место силы. Ну вот мы пришли на новое место силы, немножко погодя я про него расскажу, а пока задам вам такой вопрос. Вот на предыдущем месте силы, там где на горке где Махадубль Сатья-Саи, мы там сливались с сознанием Земли, я говорил о том, что Земля несется во Вселенной со скоростью 30 километров в секунду. И вот что можно было бы, став сознанием Земли, ощутить вот эту огромную скорость 30 километров в секунду. Кому-нибудь удалось это сделать? Удалось кому-нибудь ощутить вот эту скорость движения в пространстве вселенском? Кому удалось? Ну, молодцы, что никому не удалось, потому что это сделать невозможно. Дело в том, что вот эти все скорости, где там сталкиваются, там ломаются, все, это присуще миру Пракрити, миру материи. В мире
сознании, в тонких мирах, ничего этого не происходит. Там сознания свободно взаимопроникают друг сквозь друга. Вовсе не сталкиваясь. Сознание Земли – это огромная райская душа, существующая в мире Пуруши, а не Пракрити. Материя движется, и на нее там натыкаются метеориты, сгорают там какие-нибудь там кометы, с кем-нибудь, может быть, когда-нибудь Земля столкнется, так что разрушится. Это все катаклизмы мира материи, которых не бывает в тонких мирах. В тонких мирах плавно и нежно сознание с сознанием взаимодействуют в гармонии, в любви, вне зависимости от скоростей. Мы вот можем провести такой простейший эксперимент сами с собой сейчас. Вот там, например, прекрасный лес позади нас. Мы запросто можем, мы уже умеем переноситься сознанием на любые расстояния. Мы умеем сливаться с саттвой леса, учились этому специально. Вот можно перенестись в тот лес и стать им. Наполнить собой тела тех елочек. Ощутить, как на них поют птички. Вернемся обратно в тела, снова в лес. И вот мы переносились сознанием. Разумеется, что здесь присутствовали разные души. Мы их заметили, мы их даже не заметили. Вот точно так же происходит и с сознанием Земли, и с нами, если мы сливаемся с ним и несемся в мире Пуруши, в мире душ райских, сквозь обитель рая. Несемся мы можем не замечать, или можем, наоборот, умышленно замечать тех, кого встречаем на своем пути. Единородные сознания рая никогда не сталкиваются, никогда не возникает никаких между ними трений. Ну хорошо, значит, это мы поняли. Если бы кто-нибудь сказал, что он ощутил вот эту скорость свою в раю, как вот автомобили носятся, материальный мир, сталкиваются автомобили, разрушаются и так далее. Если бы вот мы ощутили нечто подобное, то двойку получили бы. Потому что в мире райских душ такого не бывает. В принципе, быть не может. Скорости там не ощущается. Скорости гораздо больше могут быть, чем 30 км в секунду. Стоит перенести концентрацию на любое расстояние, и мы оказываемся сразу же там. Вот такова скорость перемещения сознаний. Ее не измерить в каких-то единицах измерения, рожденных в мире материи. Сейчас грузовик проедет, тогда я начну рассказывать про это место силы, на котором мы сейчас пребываем. Вот на этом месте силы, здесь два места силы рядышком.
Вот это и метров 30 совсем другое. Мы туда через несколько минут пройдем, совсем другое место силы. А здесь вот что. Здесь под поверхностью земли огромный резервуар, озеро света. Света, ну вот, подобного, как какой-то бак со сгущенным светом, с жидким как бы светом. Вот такое озеро подземное, резервуар огромный. Резервуар чистейшего, тончайшего света, с помощью которого мы можем промыть, обогатить свои тела. Вот есть методы раджа-йоги, на ступени раджа-йога, методы, которые предназначены для промывки, прочистки энергоструктур тела. Чакры, меридианы, меридианов очень много. Мы работаем с основными меридианами лишь. Но когда применяется метод пранаям, тогда прочищаются все меридианы, и крупные, и мелкие, все, которые попадаются на пути продвижения энергии по той или иной части тела. И вот здесь очень уместно зачерпывать прямо вот из этого резервуара света, зачерпывать его ладонями, как-то еще иначе, превращать те руки, ноги там в насосы, и все что угодно можно делать, и этим светом промыть, обогатить, ну, свое вот это жилище временное, из которого мы разливаемся по Вселенной. Ну, вот, например, можно поделать такие пранаямы. Мы через... Да, ну вот начну с чего? С движения. Пранаямы удобно делать на фоне мягких перекатов с ноги на ногу. Вот такие вот мягкие движения с одной ноги на другую. Ступни стоят параллельно. Коленки чуть-чуть присогнуты, так, чтобы не ощущалось никакого напряжения в ногах. Настолько чуть-чуть присогнуты, чтобы это было удобно, чтобы это не вызывало ни малейшего дискомфорта. Спина должна быть абсолютно прямой, ни в коем случае таз не отходит назад. Спина прямая, как будто бы вот мы прислонились к стене. И вот мягкие перекаты с ноги на ногу. И на фоне вот таких перекатов очень удобно работать с пранаямами. Как с ними работать? Пранаямы – это движение энергии. Прана – это энергия, яма – это работа. И вот мы из резервуара натягиваем через ногу в туловище, в голову свет. И в конце этого движения его изливаем через руку, через лицо. В эту сторону тело движется точно так же. Натягиваем свет через ногу, в туловище, в голову, изливаем через руку, лицо. Вот так вот можно очень эффективно. Глаза могут быть... В данном случае обычно нужно работать с открытыми глазами при медитации, но при пранаямах можно глаза закрывать. И вот мы в этих мягких, нежных, гармоничных движениях можем забыться на какое-то время. Каждое движение все чище и чище делает наши тела. Пробуем, повторяем. Делаем, как я. Потом покажу еще для примера другое упражнение. Таких упражнений может быть много. Обязательным условием является то, чтобы использовался чистейший, тончайший свет. Мы должны им стать.
И вот таким вот образом, таким простейшим примером, простейшим упражнением, вот я привожу пример, можно избавиться практически от любой болезни. Струи света мы направляем в больное место и сами можем убедиться, как это больное место сначала было черным, серым, а потом все высветляется, 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 и в конце концов все темное исчезает, все заполняется чистым светом, мы превращаемся в свет, в теле ничего нет, кроме света. Вот и приходит здоровье. Еще очень важным условием является то, что на теле не должно быть никакой синтетики. Синтетическая ткань препятствует прохождению очень многих энергий, необходимых нам. Вот такого рода упражнения были разработаны впервые в Китае, в даосской традиции. Кто-то называет вот такого рода упражнения, приписывает их традиции тайцзи цигун. Так называть их или иначе, не важно. Важно, что с ними можно прекрасно работать. Или вот еще одно упражнение. Берем с неба образ солнышка, когда перекат идет на противоположную ногу, образ солнышка перекатывается через анахату и другую руку, очищая эту траекторию. Отсюда берем другой образ солнышка, он перетекает в другую сторону. Вот, пожалуйста, вот так вот можно с образами солнышка работать. Там, где нет вот таких вот подземных резервуаров чистейшего исцеляющего света, солнышко можно пропускать через ногу противоположную. Никакой болезни не устоять, если упорно делать такие движения, разумеется, устранив их причину, ведь у каждой болезни есть своя причина. Причина кармическая. Мы должны разобраться в причине болезни, ну, скажем, убойное питание, грубое эмоциональное состояние, враждебное отношение к кому-либо. Мы должны стать любовью. Когда мы выходим из состояния любви, мы накапливаем в себе отрицательные элементы судьбы, отрицательную карму. И, конечно, никакие методы исцеления не помогут, если мы не избавились от причин болезней. Но если избавились от причин болезней, сформировавших отрицательную карму, то устранить патологию в энергетике тела, в теле, мы можем с помощью, очень быстро, легко, с помощью вот таких вот простейших приемов, простейших пранаям. Можно очень разнообразные придумывать упражнения. Ну вот, например, здесь, на этом месте силы, изумительном месте силы для данных упражнений. Ну, просто лучших мест я не знаю. Вот мы были, например, у Ханя, у Хуаня, мы были в Махадублях. Но там это тоже все, ну как бы, если вот проблему здоровья рассматривать, это тоже для здоровья все очень хорошо, здорово. Но там другие упражнения можно делать. А вот для работы с пранаямами вот такого типа, китайского, даосского, работать, несомненно, лучше всего здесь. Без всяких сомнений.
Можно, вот что еще придумать? Можно нырнуть сознанием в тот резервуар, как детишки плещутся в ликовании, в блаженстве плещутся, в радость купаются. И вот оттуда можно брызгать на свое тело, можно волны делать на него, промывать тело вот этим блаженным светом божественным, промывать внутри. Ну вот, очень хорошо. Все почистились. И я тоже, наверное. Сейчас пойдем вот на соседнее место, там совсем другое будет. Вот только что мы промывали свои тела, энергетически оздоровляли их. Вот 30 метров отделяет нас от того места силы. Вот другая дорожка. Та была как бы дорожка вот через поле, сенокос, вот к тому месту силы. А эта вот дорожка идет к совершенно другому состоянию сознания. Вот это продолжение работы с пузырями восприятия, нижний пузырь. Вот смотрите, что сейчас будет. Вот сейчас у меня кокон, как вот я сделал кокон себе, как у обычного человека. Я сделаю сейчас 2 шага вот сюда. А кто может, понаблюдайте сразу за тем, что будет с моим нижним пузырем восприятия. Вот нижний пузырь у меня стал величиной со всю землю. Вот я могу доставать сейчас до противоположного края земли. Вот кристаллизация сознания. Если сознание через методы раджа-йоги готово для того, чтобы стать огромным, если все в порядке с этикой, с интеллектом, если мы можем работать в тонкости, то вот, пожалуйста, мы можем сразу стать, вот сделав несколько шагов, если мы понимаем весь механизм всего этого, то вот, всего-навсего. Вот прямой рост сознания с помощью мест силы. В обитель Творца, пока мы маленькие и слабенькие, как бы мы ни были утончены, мы не можем проникнуться. Но для этого нужна сила сознания, для того, чтобы пересекать пространственной мерности. То есть мы должны стать настолько большими, чтобы стать соразмерными вот всему тому макромиру, в котором мы хотим жить, в котором живет Творец. И вот мы реализуем через методы будхи-йоги, через работу с такого рода местами силы, реализуем этот свой потенциал и реализуем свой смысл жизни, реализуем предназначение наше, предопределенное Творцом. Мы сюда появились для того, чтобы из маленьких душонок, очистившись, стать большими душами, махатмами, большими атмическими, чистейшими душами. И следующим шагом будет погружение себя в Творца и слияние с Ним навсегда. Ну вот сейчас вы все достойны, присутствующие. Входите и становитесь вот такими. Ну и вот, друзья, мы раз стали такими большими и научились ощущать себя не телами,
А разлитым огромным сознанием, то вот пришла пора птички поют, лебеди. Пришла пора перейти ко второму этапу центрирования, чтобы научиться переносить себя как сознание, с самоощущением себя, переносить в нашу родную планету, которая, как мать, вырастила нас здесь, как любящая мать. Мы должны на самом деле полюбить ее так же, как она любит нас. И через эту любовь мы можем войти в слияние с ее сознанием. Вот как все прекрасно, когда мы состоим из любви. Сколько блаженства в каждый момент можно ощущать. Вот и от соприкосновения с самой землей, с живым светящимся существом огромным в сравнении с нашими телами, но вместе с тем таким маленьким, если посмотреть в масштабах хотя бы галактики, не говоря уже о Вселенной. Если вот мы из таких масштабов смотрим, как галактика, тем более Вселенная, то становится очень очевидна бессмысленность гордости человеческой. Потому что каждый человечек, он настолько ничтожно мал. Обычный человечек, да и божественный человек тоже в масштабах Вселенной. Что говорить о гордости, о том, чтобы гордиться хоть чем-то, совершенно бессмысленно. Мы ничтожно малы, какими бы большими мы ни стали, мы ничтожно малы в сравнении со Вселенским Богом, с сознанием Творца, с изначальным сознанием, заполняющим всю Вселенную. Но вот если мы хоть чуть-чуть подросли все-таки, то мы можем на данном этапе собственного роста заполнить собой нашу планету. Заполнять чем ее можно? Только лишь сознанием анахаты. И вот здесь, на этом месте силы, в частности, очень легко провалиться в землю, сонастроившись с ней, с ее тончайшими проявлениями божественными, и стать ею, ощутив ее материнское отношение к себе. Утончившись, мы становимся единосущными с ней по качеству сознаний. И мы забываем о существовании своих тел, потому что они вообще незаметны из масштабов нашей планеты. Их вообще не рассмотреть.
потому что в сравнении с планетой они представляют собой ничто. Мы же, как сознание, стали единосущны ей. Но сейчас вот мы можем найти глубочайший покой и блаженство внутри несущего наши тела на себе живого существа по имени наша планета Земля.